Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем одну из партий матча за звание чемпиона мира по шахматам между Чигориным и Стейницем. Данная партия примечательна тем, что в ней встретился просто невероятный позиционный перевес одной из сторон. Чигорин играл за белых и начал Е4, Стейниц отвечает Е5, и после начальных ходов у нас получается итальянская партия. И в этой позиции Михаил Чигорин играет b4, и это гамбит Эванса. Основная идея гамбита Эванса – пожертвовать пешку на b4, но затем с темпом сыграть c3 и d4, чтобы захватить центр. Кроме того, можно сыграть и здесь и ферзь b3, и Стейниц принимает этот гамбит, это дело чести. Далее последовало c3, слон a5, и Чигорин отвечает 2-0. Более сильно здесь было сыграть все-таки d4, потом ферзь b3, чтобы давить на f7. Но Стейниц в этой позиции играет ферзь f6. И вообще это довольно слабый ход. Лучше всего здесь было сыграть просто конь f6 по мотивам защиты двух коней. Далее последовал d4, удар по центру черных, конь g на e7, d5, гоним коня с поля c6, он отходит на d8 и ферзь a4. И слон отходит на b6. Далее последовал слон g5, с темпом нападаем на ферзя, ферзь d6, конь a3, конь хочет прыгнуть на поле b5, черные препятствуют этому, играют c6. И далее довольно неприятный потенциальный рентген на черного ферзя, но все же довольно терпимый, здесь им было лучше сыграть просто f6. Однако Стейниц прячет ферзя на b8, Чигорин разменивает коня на e7, и в результате черный король у нас остается без рокировки. Последовало d6 шах и король f8. И выясняется, что сейчас у черных большая проблема с ферзевым флангом, но белым на следующем ходу плохо брать на e5, ввиду вот такого варианта, то последует слон c5. Далее после ферзь b3 f6 и конь f3 b5. В результате черные довольно активны, и это равная позиция. Ну а в партии Чигорин, конечно, не забирает пешку на e5, а играет ферзь b4. Далее последовал f6, слон b3, g6, конь c4, король g7. И после a4 конь f7. Это очень слабый ход от Стейница, и в результате здесь у белых уже решающее просто преимущество. Лучше всего черным было здесь играть c5, для того, чтобы оживить свой ферзевый фланг. После этого последовал конь b6, АБ, слон f7, размениваемся еще и на f7. И вот в этой позиции на 21 ходу Михаил Чигорин находит сильнейшее продолжение. Это конь e5, жертвует своего коня. Если забрать этого коня fe, то последует f4, и после король g7 вскрываем линию f для ладьи. Если даже играть c5, то все равно ферзь c4, грозит уже вторжение на пункт f7. После ладья f8 ничего не меняется, в результате после ладья f1 шаг здесь уже просто неизбежный мат. Ну а в партии последовал король g7, Стейниц, конечно, не забирает этого коня на e5. Однако у белых все равно выигранная позиция, движок оценивает ее аж в плюс 7. И далее последовал конь c4. Вообще ход конь c4 довольно слабый, пассивный такой ход. Лучше всего здесь было сыграть все-таки конь g4, чтобы давить на пешку f6. Далее последовало b5. Здесь вот тоже можно было белым ответить конь b6. Однако они играют АБ. И здесь вот ферзь a7. И это просто торжественное возвращение ферзя в игру для черных. А слон на c8 пока в спячке, тем не менее. Затем играем b6, придаем ускорение этому ферзю. Ферзь a4. Уклоняется Чигорин от размена. Ладья e8, f3 защищаемся. Здесь ферзь c2, конь e3. И после ферзь b3, ладья b1. В результате ферзь возвращается на f7 и подключается к защите своего короля. Далее в партии последовал конь c4. Михаил Чигорин немного загонял эту лошадь. Ты загнал лошадь. Лучше было сыграть все-таки ферзь d4, чтобы связать пешку на f6. Здесь
Стейнис отвечает ладья А4, сразу атакует этого коня. Защищаемся ладья Б4. После ладья А2 последовал ферзь Д4. Король G8, просто уходим от связки. Конь Е3, ладья А3. И в этой позиции белые играют ладья А4. Тоже не лучший ход. Все-таки здесь было гораздо сильнее накатывать уже пешкой F. Или сыграть, например, конь G4. Тогда Стейнис отвечает ладья b3, а для него здесь наоборот лучше было разменяться на а4 и ослабить атакующий потенциал белых. И после Чигорин отвечает ладья f на а1. Тогда Стейнис отвечает король g7, далее последовала ладья а8, ладья b5, ладья b8, готовится вторжение по 8 горизонтали второй ладьи, c5, здесь ферзь d5, но таким образом Стейнис выигрывает пешку на b6. Ладья заезжает вторая уже на 8 горизонталь, но черные довольно легко защищаются, это просто ферзь f8. Далее последовал конь c4, все-таки лучше было Чигорину забрать эту пешку на c5. Но после ладья c6 у белых есть очень хороший ресурс, и они могли сыграть ладья a7. И здесь выясняется, что нельзя играть черным b5, так как если это сделать, то просто белые у нас заберут ладью и останутся с лишней фигурой, так как пешка у нас на d7 связана. Ну а в партии Михаил Чигорин, к сожалению, допускает серьезный зевок. Он играет f4 и тем самым ослабляет защиту пешки на e4. Кроме того, сейчас у белых в этой позиции только немного лучше, чем у черных. Тогда черные отвечают уже b5, пробивают на b5 белые. После слона 6 ладья e8 размениваемся. Следует еще серия разменов. И сейчас выясняется, что пешка на e4 у белых опадает. Кроме того, после ферзь e4 очень много угроз от черных. Висит пешка на f4, конь и мат на e1. И приходится здесь Чигорину уже играть просто конь e3, чтобы не получить мат. Тогда забирает Стейнис еще и пешку на f4. Далее в партии последовал h3, слон b7, еще серия ходов. После ферзь d4 связан конь, король уходит из-под связки здесь. Далее в партии последовал f5, Чигорин отвечает c5, и это еще один зевок. И сейчас уже у черных выигранная позиция. Стейнис отвечает f4, далее конь c2. И для того, чтобы реализовать свое преимущество, черным нужно было сыграть здесь ферзь d2. И выясняется, что сейчас висит мат на поле g2 и проигрывается конь на c2. Пришлось бы здесь сыграть ферзь за один шаг, но это ничего не меняет после короля h6. И после конь e1 просто играем f3, и пешка на g2 у нас связана, и черные побеждают в этой партии. Ну а в партии Стейнис играет ферзь e5, и тем самым упускает свою победу. Да, кажется, что это неплохой ход, сейчас грозит скрытый шах. Однако Чигорин находит защиту, это ферзь a1, и тем самым вынуждает размен ферзей. Ну а после размена ферзей у нас получается вот такой вот ничейный эндшпиль. Да, борьба в этой партии еще продолжалась, но в результате все равно партия завершилась ничью. Если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!